Вот такой будет ваша реакция, когда вы узнаете, какое количество всевозможных обновлений Apple добавила в iOS 26 для CarPlay. Да, наконец-то ее не обделили. Давайте же со всем этим разберемся. Мы с вами пройдемся по основным функциям, которые добавились, обсудим проблемы, которые у вас могут возникнуть при использовании iOS 26 в CarPlay. Ну и, конечно же, приветствуется ваше мнение об этих обновлениях и комментарии на тему того, что интересного вы для себя увидели в iOS 26 в автомобилях. Поехали. Ну, во-первых, важнейшие изменения, они в плане дизайна. CarPlay тоже поддерживает новый дизайн Apple Liquid Glass. Есть вопросики к некоторым его моментам, но тем не менее. Вы можете поменять дизайн иконок, то есть у вас может быть дефолтный, привычный нам, светлый, темный или прозрачный. Но с прозрачным есть проблема, что когда вы едете в автомобиле, особенно у вас яркое солнце, его юзабельность снижается, потому что вы, в принципе, вслепую куда-то там в пустоту нажимаете. И не то, чтобы это прям какая-то очень полезная вещь именно в автомобиле. Но поделитесь, если вам вдруг вот это конкретное изменение зашло. В целом оно становится таким немножечко все безликим. Но, например, если у вас какой-нибудь серый скучный автомобиль, типа вот этой прекрасной Audi A3, то как раз у вас все будет серое, и Apple CarPlay у вас тоже будет серым. Нормально. Но, пожалуй, вернем все-таки хотя бы темный режим, и то будет лучше. На минутку задержим дыхание и обсудим очень важный момент. Я безумно благодарен вам за всю поддержку, которую вы оказываете, ваши комментарии, ваши лайки. Большое вам за это спасибо. Если вдруг вы хотите поддержать мое творчество еще больше и дать мне возможность создавать больше интересного контента для вас, в описании к видео вы найдете несколько способов. Во-первых, вы можете мне буквально купить кофе через сервис Buy Me Coffee. А во-вторых, если вы, например, делаете это из России, то вы можете перейти в Telegram, подписаться на мой канал в Телеграме и там сделать донат через Bot Attribute. Но для простоты вы можете просто подписаться, поставить лайк и написать коммент. Спасибо вам, что вы есть. Дальше Apple добавили функцию под названием Smart Display Zoom. С этой настройкой у вас интерфейс CarPlay подстраивается под разрешение и размеры вашего конкретного экрана. Конкретно здесь, вот в этой Audi, это работает немножечко странно, потому что я долго не мог понять, почему у меня такая странная картинка и все какое-то размытое. Потому что с включенным Smart Display Zoom у меня становятся гигантские иконки, разрешение падает, и происходит что-то непонятное. Если я возвращаюсь и отключаю его, то у меня становятся более четко прорисованные иконки, разрешение повышается, и, в принципе, становится пользоваться немножечко приятнее всей системой. Поэтому вопросы, насколько он все-таки смарт. Я уверен, что, скорее всего, они еще доработают, и, наверное, на старых автомобилях с меньшим разрешением экрана это действительно может где-то помочь и улучшить опыт. Вот, например, как это выглядит на моей Куге. Вот так выглядит меню без Smart Display Zoom на моей Куге. Видно, что огромные иконки, и здесь тоже они прям гигантские. Идем в настройки, включаем Smart Display Zoom. Все стало как будто бы приятнее, и чуть больше воздуха в целом появилось как будто бы в интерфейсе. Но виджетов у меня сюда все равно влезает только одна колонка. Можно, например, оставить вот такие красивые часы на весь экран и с ними ездить. Дальше у вас появились новые обои. У вас фиксированное количество 9 картинок, разные есть дизайны, в принципе, на любой вкус и цвет. Есть даже вариант полностью черного. Если вы, например, хотите, чтобы у вас, как здесь, все сливалось с черным, все было блестящим, супер, вот у вас будет черный вариант. Пожалуй, поставим что-нибудь вот такое. Выглядит прикольно. Продолжая тему кастомизации, вы можете менять размер шрифта. Если вы заходите в настройки Accessibility, у вас здесь есть Text Size, и можете, например, поставить 135% размер шрифта. У вас все тексты станут сразу больше, лучше будут читаться. И если у вас достаточно большой экран, наверное, это будет даже и удобнее. Пожалуй, сделаем 110%. Я специально не буду сегодня проходить по всем функциям Apple CarPlay, потому что это займет слишком много времени, и у меня про это есть отдельный ролик, где я разбирал каждую функцию CarPlay. В описании к видео ссылочка, обязательно посмотрите, если еще не видели этот ролик. Дальше небольшое, но интересное изменение, которое Apple добавили, это возможность отключить делание скриншотов. То есть раньше, когда вы делали скриншот с подключенным телефоном CarPlay, зажимали, соответственно, клавиши, и у вас телефон автоматом делал скриншот и экрана CarPlay, и экрана телефона. Не всегда это нужно, поэтому теперь, если вы заходите в настройки Screen Capture, у вас в телефоне, вы можете отключить CarPlay скриншот. Да. И, соответственно, когда вы будете делать скриншот на телефоне, он у вас делается только тут. Если вы активируете CarPlay скриншоты, то у вас появляется стандартный интерфейс, когда у вас два скриншота, и вы выбираете, какой из них вам нужно сохранить. В приложении сообщения у вас теперь есть возможность получить быстрый доступ к закрепленным вашим веткам переписки. Например, вы хотите отправить что-то своему другу Илону Маску. What would you like to say to Elon? Привет, Илон. It says, Priya Ivan, send it. What would you like to say to Elon? Hi, Elon. Do you like Apple CarPlay? It says, Hi Elon, do you like Apple CarPlay? Send it. Done. Ну и, например, если Илон Маск вам что-то ответит, вы можете Elon said Tesla forever. ответить ему не просто голосом, а
выбрать какую-то реакцию tap back, например, ответить ему «ха-ха». Мнения пользователей на тему того, полезно ли это, расходятся, потому что по факту получается, что у вас добавлен еще один способ отвлекаться от вождения. Вместо того, чтобы раньше вы могли что-то просто наговорить, теперь вы можете кликнуть. Но, в принципе, если, например, вы едете в пробке, то быстро отреагировать на сообщение жены, попросившей купить пакет картошки, вполне нормальная тема. В целом, вообще уведомления стали чуть менее навязчивыми. Например, когда вам поступает входящий звонок, раньше, как вы помните, у вас была штука, блокирующая вам весь экран. Сейчас, если же вдруг вам кто-то звонит, например, Илон Маск, у вас внизу просто получается такой маленький виджет, и вы можете быстренько Илон Маска отклонить. Нормальная тема. Как минимум вас меньше отвлекает, например, от какой-то навигации, что, в принципе, удобно. Одно из долгожданных обновлений, которое наконец-то доехало, вроде бы, это управление картой с помощью мультитач жестов. В моем ролике про CarPlay я говорил, что это не самая критичная функция, потому что в целом интерфейс должен быть таким, чтобы вам, в принципе, нужно было по минимуму коммуницировать с картой. В крайнем случае вы можете увеличить, уменьшить карту с помощью соответствующих кнопок. Да, наверное, иногда мультитач полезен. Хорошо, что они его добавили. У меня конкретно здесь, вот в этом автомобиле, он не работает ни в Apple картах, ни в Google картах. Но для того, чтобы это заработало в целом, нужно, чтобы автопроизводитель накатил обновление на вашу систему и активировал возможность пользоваться мультитачем в CarPlay. Потому что, например, в Android Auto, в этом автомобиле, мультитач работает. Поделитесь вашим опытом, работает ли на ваших автомобилях мультитач в Apple картах или Google картах или в каких-то еще картах в CarPlay. Дальше достаточно классная штука, которую наконец-то добавили, это поддержка Live Activities. Например, один из вариантов отслеживания статуса рейса своего. То есть вы едете в аэропорт, и у вас тут висит красивый виджет, говорит, что вот через час 12 что-то там произойдет. Рейс в Будапешт, которым я не полечу. Но, тем не менее, штука классная. Ну и если, например, вы какой-то из статусов ваших заказов или какое-то из событий не хотите видеть, вы можете быстро его убрать, нажав Clear for this drive, и у вас конкретно в эту поездку больше ничего напоминать не будет. Что, в принципе, удобно. Соответственно, можете убрать все лишние события, и у вас здесь виджет растянется, и будет показываться музыка. Вы можете видеть здесь статусы матчей, курсы валют, много вариантов того, что можно отслеживать на ходу. Опять же, мнение пользователей делится на тех, кто считает, что теперь еще больше того, на что ты можешь отвлекаться за рулем, но давайте будем честны, вы, скорее всего, и так отвлекаетесь на какие-то вещи, если они вас очень интересуют. Просто тут теперь у вас есть эта информация на экране CarPlay, и вам не нужно доставать телефон, чтобы на нее посмотреть. Фантазия ограничивается только тем, поддерживают ли виджеты разработчики приложений. То есть вы можете, например, видеть здесь статус оплаты вашей парковки, если вы пользуетесь приложением для оплаты парковок. Но если вдруг вы не хотите видеть Live Activities в CarPlay, вы идете в настройки, прокручиваете в самый низ и просто их отключаете. Все, если вдруг вас это раздражает. Ну и от Live Activities мы постепенно переходим к следующему важнейшему обновлению. Теперь CarPlay поддерживает виджеты. Если вы сделаете еще один свайп дальше от главного экрана, у вас здесь вдруг оказывается экран, где выводятся все ваши виджеты с телефона. То есть экран, в принципе, похож на то, как выглядит ваш телефон в режиме зарядки, когда вы поворачиваете его. Да, вот, например, опять он мне намекает на то, что мне пора прямо уже вот ехать на мой рейс в Будапешт, но я туда не поеду. Например, вы можете сделать себе гигантский календарь, если вдруг вы забыли, какая сегодня дата, у вас будет вот висеть здесь дата. Или показать себе можете красивые часики. Фишка в том, что поддерживаются, в принципе, все виджеты, которые у вас есть на телефоне, и с одной стороны это гибкость, с другой стороны это проблема, потому что часть виджетов у вас просто будет не работать. Или будет работать в формате, что, например, вот у меня есть виджет ChatGPT, да, мы хотим с ним поговорить, но все, что он сделает, по клику откроет, попытается, точнее говоря, открыть ChatGPT на телефоне, но поскольку телефон заблокирован, ничего не произойдет. Если я телефон разблокирую, да, тогда при клике на кнопку у меня откроется общение с ChatGPT. Также, естественно, вы можете это все достаточно гибко настраивать в привязке к конкретному автомобилю. Теперь вы, когда заходите в настройки CarPlay конкретного автомобиля, у вас помимо пункта приложения появился пункт с виджетами. В моем случае у меня есть две стопки с приложениями. Вы можете добавить максимум до 5 виджетов в каждую стопку, чтобы прокручивать их. И информация у вас обновляется сразу. То есть, например, если я хочу удалить бесполезный виджет ChatGPT, удаляю его здесь, и он пропадает, и у вас сразу обновляется информация в виджетах. Для сравнения, вот как выглядит экран с виджетами на моей Куге. Тут экран в целом меньше диагонали, поэтому тут влезает только одна стопка. Вот, соответственно, часики, потом погода. Тем не менее, существуют автомобили, где у вас влезает аж 3 стопки, но это должен быть прям очень-очень-очень большой экран. Опять же, мнения людей разошлись на тему того, насколько классно Apple все сделала. С одной стороны, да, круто, что у вас появился еще один экран и возможность выводить все, что хочешь с телефона и все возможные виджеты. Но народ ругается, что почему бы нельзя было выводить виджеты на основной экран, где, собственно, уже показывается карта и мультимедиа. Например, если ты не хочешь видеть тут мультимедиа в данный конкретный момент, но хочешь видеть карту,
и хочешь при этом видеть какие-то из своих виджетов. Например, виджет с твоим рейсом в Будапешт, если вдруг вот прям припрет. Но пока этого, к сожалению, нет. В целом, на самом деле, даже эта тема с виджетами местами может быть опасной, потому что уже есть умельцы, которые пристраивают себе виджеты для чтения песен караоке на ходу. Не надо этого делать. Вы все-таки автомобиль ведите, да, если вам нужны какие-то часики или календарь на большой экран. Например, вам не нужна навигация, вы знаете, куда ехать, но хотите, чтобы у вас здесь красивые большие часы были в CarPlay. Ради бога, выведите. Но не надо вот какой-то дури, которая может привести к тому, что вы подвергнете опасности себя или своих близких во время вождения. Я думаю, что, скорее всего, Apple скоро прикроет эту опцию и сделает ее менее гибкой, и разработчикам нужно будет отдельно активировать свои виджеты для CarPlay. Поэтому пока что добавляйте туда только реально нужные виджеты, которые вам упростят жизнь, и не перебарщивайте, и все у вас будет хорошо. Ну и, конечно, поделитесь в комментариях, какими виджетами вы пользуетесь вообще, и что вы добавите себе в виджеты на CarPlay. Еще одна классная штука, которая доступна теперь пользователям Apple Music, это так называемый AutoMix. По факту, это когда у вас собственный диджей. Идея в том, что Apple Music, исходя из ваших музыкальных предпочтений, исходя из того, что вы, возможно, сейчас хотите послушать, будет делать так, что когда вы переключаетесь с одного трека на другой, переключение это будет происходить как бы незаметно. То есть у вас будут сливаться треки, один будет заканчиваться, другой будет начинаться. Это достаточно трудно, наверное, будет продемонстрировать. Опять же, у каждого разные музыкальные предпочтения, но для примера вот вам Би-2. Вот видно, что предыдущий еще не закончился, а уже начался кусок от следующего трека. То есть здесь конкретно это, наверное, не так будет заметно, потому что у этих песен есть в начале и в конце какие-то тихие очень куски. Но на каких-то более, не знаю, динамичных треках, на хаусе, на трансе, на какой-то такой музыке, наверное, это будет заметно еще лучше. Вот уже начала появляться следующая песня. Так что микс работает. Поделитесь в комментариях, успели ли вы уже таким воспользоваться, и как вам собственный диджей. Ну и, наконец, самое долгожданное, наверное, обновление, которое прям все вот, да, наконец-то Apple это выкатил, это просмотр видео в CarPlay. Говорят, что он существует, но для того, чтобы вам реально этим воспользоваться, должно сойтись очень много факторов. Во-первых, Меркурий должен быть в нужной фазе. Во-вторых, автопроизводитель должен, в принципе, активировать эту функцию и разрешить в CarPlay смотреть видео. И пока никто ничего про это не говорил, что вот да, мы разрешим смотреть в CarPlay видео. Дальше смотреть вы можете только на стоянке, что, в принципе, логично, и только когда у вас трансмиссия переведена в положение паркинг. В принципе, это норм. Вы стоите где-нибудь на парковке, заряжаете свою электричку, можете, да, посмотреть ютубчик или еще что-то прямо на экране CarPlay. Apple долго с этим боролись, они долго не хотели ничего добавлять. Отчасти, наверное, это правильно, потому что смотреть видео на ходу нельзя. Единственный сценарий — это когда может пригодиться, когда вы стоите где-то, теоретически, сидите в машине. Но вот пока с такими ограничениями. Конечно же, Apple также завезла определенное обновление для CarPlay Ultra. Но у нас с вами Aston Martin нету, мы едем на простой немецкой Audi, поэтому мы не знаем, что же там в этом Aston Martin и как оно работает. Возможно, когда-нибудь оно будет доступно большему количеству водителей, и мы с вами узнаем, что же такое CarPlay Ultra. В целом, как видите, Apple достаточно серьезно прокачала свою систему. У вас много изменений по дизайну, у вас много функций новых добавилось, виджеты, Life Activity, вот эта вся история. Это круто. Поделитесь в комментариях, насколько, по вашему мнению, это классное обновление, чего вам не хватило, чего вы ожидали. Ну и, конечно, посмотрите полный ролик про CarPlay вот здесь, если вдруг еще не смотрели, и что-нибудь еще вот здесь. Не забывайте подписываться, ставить лайки и делиться своими комментариями. Пока.